Так, друзья мои, я вас всех приветствую. Начинаем с наших прекрасных, замечательных полов. О них же и сейчас мы и расскажем, и что будем делать. Это наша керамическая плитка. Многие уже ее путали с ламинатом, с деревом. Да, это вот такая прекрасная плитка под дерево. Размер ее составляет 90 на 15. И есть также этой серии размеры 120. Но она уже, конечно, будет дороже. Вот, если честно, я даже не знаю сейчас ее цену. В общем, вот так она прекрасно все выглядит. Если честно, очень нам понравилось. Качество классное. Вот, она не скользкая. За ней, кстати, Наталья говорит, очень удобно ухаживать. Фирма это Лапарет. Лапарет та же самая фирма у нас плитки в санузле. Наш керамогранит светлый. Этой серии идут разные цвета. Есть более темные цвета, есть более светлые. По-моему, их там 4 или 5 видов. На тот момент цена, я уже не помню, друзья, если честно, в районе около 1500 рублей, по-моему, за квадрат мы отдавали. Сейчас я не знаю ее цен. Вот, и вообще, есть ли она в наличии. Чем мы займемся? В данном случае мы находимся в коридоре, вот, который соединяет комнаты детей. Это, соответственно, Артема, нашего сына, и нашей дочурки Леруськи. Вот. И, соответственно, из нее мы попадаем в нашу кухню-гостиную. Вот, но перед этим нужно будет, что нам все верно. Плитку я швы не затер, тем самым сейчас мы и займемся. Вот, вкратце опять же скажу, почему это сразу не сделал, потому что не было того цвета, не было затирки. В общем, мы ждали, а чтобы нам не ждать, мы продолжали работать. Ну, в принципе, здесь по квадратуре немного, но хотя я вам скажу, что у нас коридор просторный, и меня это очень радует. Вообще не люблю очень узкие коридоры, здесь порядка 1,60 м, наверное. Свободно можно ходить, не цепляя друг друга, хотя, ну, у нас здесь, опять же, не метро. Наша дверь уже все прекрасно. Кстати, кто говорил, что двери будут цеплять, вот сейчас посмотрите, вот полное открывание двери, да, как вы видите, здесь порядка 20 сантиметров запросто. Двери абсолютно не цепляют друг друга. Вот, прекрасно дверь открылась, к стене ушла. И эта дверь прекрасно открылась, как вы видите, вообще она не мешает, все здорово, классно, очень удобно. Да, еще, кстати, нужно будет мне шов этот заделать нашим пробковым герметиком. Вот, ну и все. Начнем мы, соответственно, конечно же, с нашей стенки. Будем на нее класть наш гипсовый кирпич под дерево. Я его уже в прошлом ролике показывал. Вот такая у нас получится красота. Красотища. Да, именно в таком варианте мы будем его класть без шва. Вот, по-моему, выглядит неплохо. Я бы даже сказал, очень здорово. Вот, ящиков у нас немало, я уже говорю, порядка где-то 600 плиточек нам нужно будет положить. Мы начнем потихонечку работать. Как всегда, да, ролик будет интересный, поэтому оставайтесь. Никуда ничего не перематывайте. Да, как всегда, все, подушечка есть, чаек есть, печенька есть, и это хорошо. Ну а мы начинаем. Погнали.
Так, ну что, маленькое дело сделано. Наши шовчики я затер, все отлично. Какая у нас красота, красотющая наша получается. В общем, нормально все, четенько получилось. Все хорошо, все классно. Кто-то писал как-то насчет подвесов, которыми я креплю дверную коробку. Как вы видите, да, они говорят, они же у тебя торчат, как так, как ты будешь клеить. Ребят, ничего не будет торчать. Соответственно, вот так обрезаю, и эта часть у нас вся закроется обналичником, поэтому ничего этого видно не будет. Вот, просто подвесы длинные, как бы сразу по длине я их не стал укорачивать. Здесь я могу аккуратненько болгарочкой все срезать, и никаких в этом проблем я вообще не вижу. Погода потихонечку восстанавливается. В общем, начну все подготавливать. Принесу материал, посмотрю, где наш клей. Вот что у нас там по времени. Вот сейчас туда-сюда, и нужно будет поехать студента нашего Тёмку забрать. Ну и продолжим работать, так что все, погнали. Тем, я тебя со школы веду. Так, забрали студента. Скажи привет большой. Привет. Там тебя все хвалят, говорят, девушка, красавчик, Тёмыч пропал, Барян клянется. Барян, когда Тёма маленький был, он вообще от него не отходил. Мы с ним и спали, и ели, и игрались, это вообще были друзья, не разлей вода. Так, ладно, беги переодеваться. В общем, что у нас? У нас все хорошо, у нас весна, друзья, надо выйти, потому что аромат этой цветущей абрикосы и алычи, да, как бы я ее недавно не ругал, еле от нее избавился, да, но когда едешь, это все цветет, прям классно и здорово. Так, заметили, мы повесили светильники. Знаешь, что мне еще понравилось? Сейчас расскажу. Вот такие под золото. Установить решил я их сразу. Да, у них здесь такая немаленькая коробка, здесь имеется углубление, потом это все вырезать с кирпича, подгонять. Мне проще будет сразу кирпичик к ним подогнать, вот, и положить. Я здесь никакого труда не вижу, чтобы, знаете, что-то как-то, ой, а если вдруг не получится, все прекрасно получится. Вот опять же, каждый работает, делает так, как ему нравится. У них приятный свет, как видите, он не слепит там что-то, да, как такой нежный, интересный, вот такой светодиод, и внутри вот такая, я даже не знаю, это стекло, либо это пластик, не хочу проверять, да, не хочу это ронять, вот таким приятным светом. Ну, конечно, сейчас, возможно, не так, это все будет выделяться и видно, но когда камешек сюда наш встанет, все вот это заиграет, красиво, в общем, будет. Вот. И что мне еще понравилось, когда я их вешал, соответственно, я сделал симметрию, да, вот здесь высокая, видите, вот такая палочка можно назвать, здесь низкая. И то также был. Ну, я решил сделать внутрь короткий. Кстати, очень удобно, они вот отсюда откручиваются, и поэтому вы можете сами регулировать, как хотите. Хотите 2 высоких, 2 низких, или вот так, или наоборот, вот так делать. Очень удобно. Вот. Ты забрал посылку? Конечно, я забрал посылочку, и сейчас я вам ее, друзья, покажу, потому что пришла реально горячая посылка. Я в рукавичках ее забирал, потому что там просто огонь, да, этот огонь мы сейчас вам покажем. Оставайтесь, сейчас будет прям нереально интересно. Погнали. Кстати, вы недавно спрашивали, где же
эти самые сайты, где вы берете такие нереально крутые вещи. Вы знаете, друзья, что многие именитые иностранные бренды закрылись. Ну да ладно, как говорится, безвыходных ситуаций не бывает. Я вас хочу познакомить с нашим, да, российским прекрасным брендом. Это магазином, друзья. Kitex на самом деле прекрасно. Чудесное качество. Вот, кстати, я уже в нем облачен. Этот костюм уже давно куплен. В нем я гоняю. Я уже получил, конечно, кучу комплиментов. И маечка, и вообще все. Кстати, вся моя коллекция толстовок, курточек, это все с того магазина. На самом деле прекрасное качество, да? Так, ну о нем мы уже говорили. Хочется же вам показать наших интересных горячих новинок, да, этой весны. Потому что весна просто рвется к нам. Так что давайте же быстрее ее впустим. Вам приятных просмотров, а мы начинаем наш показ мод. Так что погнали. Так, ну что, мы начнем с нашей первой модельки. Это новиночка. Это вот такие классные, моднявые, интересные, сочные шортик. Потому что на самом деле я подумал взять костюм, но весна уже так сильно приходит, своими греет прекрасными солнечными лучами. Я подумал, сейчас туда-сюда и уже будет лето, тепло. Вот, а как вы знаете, у нас не только уже тепло и в доме, но и на улице. Поэтому вот такие интересные, классные шортики. Посмотрите, да? И вот эта футболка тоже. Это вам не Италия, Италия тут рядом не стояла, друзья, вы посмотрите, это все наша родненькая, греет, да? Так, да, кстати, кому нравится, обалденная, прям советую зайти, вот эту я вам даже, как сказать, она настолько ему понравилась, что он заказал 2 штуки. Это вторая, да, на самом деле, у нее качество классное, обалденное, посмотрите, стретч клевый, в ней не жарко, летом она вот, знаете, вот как-то дышит, сзади капюшончик вот такой интересный, моднявый. Я ее уже 100 раз стирала. На самом деле, она стирала очень много раз, она мне понравилась, я сказал, я еще одну, да, хочу купить, потому что клево, нравится мне вот так, по-молодежному. У меня вообще все идет, ну, сегодня прям четочка. Так, а так все хорошо, ча-ча-ча, давайте дальше. Продолжаем. Вы посмотрите на эти цвета, вы просто посмотрите на эту моду. Это просто горячая новинка этого сезона, прекраснейший, удивительный костюм. Это тоже стрейч. Классно, плотненький стрейч. Посмотрите, какая интересная расцветка. Аккуратно все сделано. Здесь какой приятный, интересный вырез. Имеются вот такие четкие пуговички с белой окоемочкой, хочу сказать. С белой окантовочкой, Да. с белой округлевочкой. На самом деле четочка, смотрите, как на спиночке все по фигуре, как все прекрасно. Это костюм или ты опять четко? Нет, да, это костюм. Просто по его рекомендациям сделали вот такой костюм, классный, здоровский. И у нас такие бриджики, видите, с карманчиками, все хорошо, значит, можно положить заначку, денежку и пойти отдохнуть, как говорится. Вот имеется здесь вот такая тоже нашивочка, напоминает нам нашу прекрасную теплую зиму. Интересный, классный, низ похож на хлопок, вот сверху стрейч, вот здорово, мне кажется, прям будет, девчульки, присмотритесь. Может быть, ты продемонстрируешь нам пару поворотов, тройной тулуп. Не только для дома костюм, на самом деле видно, что ей нравится, он удобный. Можно также выйти на прогулку теплым вечерком. Вот поэтому, девчульки, присмотритесь. Я уверяю, все взгляды будут только на вас. Так, друзья, посмотрите на эту прекрасное поло. Моя дорогая супруга сказала, что он не выпустит. Потому что я чувствую горячие взгляды женских сердец просто прожгут во мне. Не, на самом деле клево, посмотрите, какая сочная, яркая, прям интересная поло. Вот здесь такой четкий классический воротничок, можно вообще вот так прям застегнуть, да, чуть ли не галстук и в ресторан. Не, на самом деле классная полочка, материал очень приятный, мягенький, посмотрите, да, не просвечивает, четочка, все дышит, все хорошо, все наше, да. Сзади стрейчевая, мне нравится, все свободненько. Вот, все по размеру, берите, я на самом деле, прям можно, я не знаю, под брючки, под джинсу, прям выйти, я вам скажу, вы прям будете первый на районе, да, так что присмотритесь. Под джинсовые брюки или джинсовые шорты летом, да? Все будет чуточка. Она придаст фигуру, да, вашему телу, просто вольется, обнимет вас. И прям будете как одно целое. Так, все, давайте дальше.
Мама моя, друзья, вы посмотрите на эту красавицу, на нашу Наташку, симпатяшку, да, и вообще на ее образ. Сегодня просто не повторим это. В общем, друзья, смотрите, да, чтобы она нигде это больше не носила, я ей тут на майке натоптал немножко затиркой своей краской. Не, интересный, молодежный, также подойдет. Но это не костюм, это отдельно. Отдельно, но я не сомневался, что ты опять все четенько подберешь, потому что ты же у меня моя модница. Йоу, это типа люблю, да? Пятки, что ли? Ты ноги любишь? А, ну типа, не, ну понял, что здесь мужские, да, ноги и женские, да, или как? Ну вот я, там что-то, короче, и йоу. Я и ты, я и ты, не люблю, тут же лав нету. Лав это я тебе напишу скоро. Шпаклевкой. Я и ты, это она и я, да, вот вместе дружная семья. Но еще малых не хватает пяток. Ну ничего, они они у нас быстро это все запачкают. 2 секунды, только волю дать. В общем, стандартная, интересная, молодежненькая, классная, вырез есть, все отлично. Посмотрите, какие шовчики, какая строчка, да. Это просто ювелирная ручная работа. И это ХБ, да, это хлопок. И он дышит в ритме вместе с вами. Посмотрите, интересные, классные вот такие сочные леггинсы с определенной вот такой четкой строчкой. Не знаю, по мне так ты вообще просто королева ты моя. А мы продолжаем дальше, как говорится, еще будет жарче. Ах, это наше лето, танцуем, кайфуем. Ах, это наше лето, никуда мы не поедем. Мы море сделаем. А что у нас озеро вон целое, да? Такого озера вообще нигде нету. К нам вообще со всей России едут, да. Так что, мы не к морю, только море к нам, да. Мы сейчас канал пророем, то оттуда водичку пустим, да, тут заполним, все будет нормально. Так, друзья, четенько, да? Четенько. Классный, летний. Угу. Взял прям по фигурке, чтобы знать. Вот. Видно было, что ли? Мужчина солидный все-таки идет. Я выделялся, да. Вот. Клевые, классные, сочные, яркие, на лето вообще супер, на теплую весну, друзья, берите, не пожалейте. Это хлопочек прям дышит приятно, очень комфортно маечкой находиться. Он не колючий, он мягенький, понимаете, он просто бережно, нежно относится, да, к вашему телу, к вашей коже. В общем, все у вас будет прекрасно, да. И вот такие, посмотрите, классные, легенькие шортики с кармашками, смотрите, с большими, да. Четочка, да. Классно, в один карман бутерброд, в другой еще что-нибудь и пошел. Все хорошо, все есть, фигура есть, и это хорошо. Нормально, очков не хватает, да? Угу. Все, я на море. В общем, четко на самом деле, присмотритесь, ребятки, девчульки, на подарочек, может быть, еще куда-нибудь, да, может, сами захотите, да? Мы плавненько продолжаем. Классный. Легкие. Также, друзья, девчата, посмотрите, также и для дома очень удобно в нем и комфортно и заниматься, и там уборочку, и готовку, и на прогулочку запросто. Посмотрите на красоту. Интересный принт, не напрягает, знаете, глаз не режет, спокойненькие, такие интересные, с одной стороны тоже сочные цвета. Вот, посмотрите, да, какая красота. Шейка все есть, посмотрите, есть, все, вырез есть, не будет вас душить, кроме меня. Только я ее могу задушить. Вот, сзади все прекрасно, все, фигурочка есть. Посмотрите на эти интересные бриджики. Вот такого интересного коричневого шоколадного исполнения. Они тоже плотники, но они не толстые, они легкие. Посмотрите, ничего не просвечивает. Вот. Поэтому, девчульки, еще раз, конечно же, присмотритесь. Да? Ой, какой материал, какая красота. Это просто как бархат. Да, сейчас дырка там будет. Поверь, не будет. Качество на высоте. Я уже стою здесь 10-ю минуту. Я просто онемел. Я не знаю, что сказать. Вы сами просто посмотрите на это шикарное красное платье. Возможно, для кого-то это будет туникой. Но все будет зависеть, конечно же, от вашего роста, наши дорогие вы. Красавицы вы наши, посмотрите, что же вы с нами-то творите. Посмотрите на эти цвета. Красный цвет, да. В моих глазах сейчас зажегся огонь, да, хотя он и просто горел, но сейчас это пламя вырвется наружу.
Сзади вот такой интересный капюшончик, вот оригинальный, между прочим. Вот, все интересно, здорово. В общем, дорогие женщины, я вам советую присмотреться к данной модели. Да, ваши мужья просто не смогут оторвать от вас глаз, но мы плавненько продолжаем. Так, друзья, еще мы вам покажем немного вещей. Да, это жаркие, просто нереальные. К ним просто невозможно докоснуться. Это вообще супер новинки этой весны. В общем, вот такой интересный серый костюм с такими же коричневыми бриджами. Сон, стиль, все то же самое. Вот, взяли мы на подарочек хорошему человеку, если ему будет счастье. Потом взяли вот такую наволочку цветочную. Вот, ткань поплин 50 на 70. Взяли пока попробовать, посмотрим на качество, на материал. Но уже, если честно, видно, что он прям безупречен. Вот, потом взяли мы салфетки. Кухни вот такие интересные, классные, весенние, вообще здоровские. Начни свой день с улыбки. Клевая, классно. Кстати, Наталья приобрела на нашу кухню-гостиную что-то наподобие холста картины, да. Поэтому и, возможно, даже я сделаю рамку, и мы натянем эту салфетку. Вот. Не, интересно, вот на самом деле, вот прочитаешь такие надписи, и на душе становится хорошо и прекрасно, и здорово. Так, не знаю, покажем мы ли вживую данные остальные модели. Это мы уже взяли нашей дорогой Лерусски. Это вообще бомбовское. Смотрите, какое красное, классное, да, платье в детском саду. Она затмит вообще просто всех. Ой, вообще просто милота. Это Лол, по-моему, если не ошибаюсь, знаменитые, да, верно. Куклы. Девочки, говорят, вроде просто их обожают. Смотрите на рукава, какие классненькие. Вообще клевая оборка. Здесь... Точно, смотри, какое красивое платье. Вау, смотри. Вау, какое красивое. Тебе нравится? О, какая ты красотка. Какая ты красивая. Круто, да? Классно идет и свободненько, да? Дочь, ну подожди, все, не успеешь. Дочь, ну встань, пожалуйста, доченька. Она просто без ума от этих вещей, да? Любишь? Смотри, ай, как красиво. Лол, да? Вот этот Лерусски, очень красивый. Ой, вообще здоровский, классный. Посмотрите. Со штанишками такие. Нежные розовые. Здесь смотрите, как он теплый, да? Угу. Тепленький. Вот, кстати. Я взяла побольше, он будет, наверное, на осень уже. Так, и заказали мы еще на подарки. на подарочки. Конечно, а куда без подарочка? Это вообще просто супер классика. Платье в горошек. Мы сбоку фото вставим, как оно выглядит. Очень красивые рукава, нежные, просто они будут парить в воздухе. Ой, ткань вообще, девчульки, просто нереальная, классная. Ой, реально. Вот это вообще. Ну, такое Ты тоненькое. подумай, пойдет ли это на подарок или нет. Называется Натали. Натали, да, такое же прекрасное платье. И вами всеми любимая модель, она же моя супруга Натали. Посмотри, какое платье, Натали. Это я себе взяла домашнее такое. Ну, я не сомневался, конечно же. Только мне не ясно вот эта повязка и поцелуй. Вадим, да. Все тебе, на все тебе, это все твое. Забери, ты достойна всего. Классно, клево, хозяюшка ты наша. Да. Стандартная черная классика, женские брючки. Очень клевые, плотненькие. В общем, черная классика, очень классная. Да, и, кстати, я давно уже не одевал брюк. А мы всегда, кстати, вот, может, вы замечаете, мы всегда в основном покупаем все такое спортивное, да, потому что удобно. Потому что я ее подсадил на это. Папа. Да. Папа. Да, папа. Что, цветочки? Так, друзья, ну, наш показ моды, да, жаркий показ, весенний показ мы объявляем закрытым, к сожалению. Наши дорогие, ну ничего, мы вас еще, конечно же, и не раз порадуем, и не только мы, но и, конечно же, замечательный, прекрасный магазин Тикетекс, где есть огромный выбор товаров. Друзья, там не только женская, мужская, детская одежда, а также очень много постельного белья, подушек, простыней, салфеток, штор и прочее. На самом деле, зайдите, посмотрите. Ассортимент большой, качественный, если честно, очень хороший. Вот, все мы полностью... Да, цветок, это тебе, моя красотка. Все мы полностью довольны, так что ссылочка на магазин, друзья, будет, как всегда, внизу в описании под видео. Переходите, приобретайте, да, и будет вам счастье. Открывайте этот сезон вместе с магазином Тикетекс. Сейчас продолжим класть наш прекрасный камень. А вот будет, как всегда, да, интересно, но перед этим, конечно же, нужно
подкрепиться, да, вкуснейшим обедом, потому что я чувствую этот манящий аромат, доносящийся с нашей кухни-гостиной. It's like knowing all the answers. Oh, you're sorry, but you never can tell. All the lovers, we were diving for 2D, different colors that we had to put to sleep. All the lovers, hope that we could break the spell. All the lovers, we went down the wishing well. It's like the world turned its back on us, and now we can't tell if it's heaven or hell. It's like knowing all the answers. Oh, you're sorry, but you never can tell. All the lovers, we were diving for 2D, different colors that we had to put to sleep. All the lovers, hope that we could break the spell. All the we went down the wishing well. All the lovers, we were diving for 2D, that we had to put to sleep. Hope that we could break the spell. All the lovers, we went down the wishing well. I got you buried in the back of my head, 'cause you got all the answers on the tip of my tongue. You got a whole religion in the corner of my head. If you want it better, all the lovers, we were diving for 2D, different colors that we had to put to sleep. All the lovers, hope that we could break the spell. All the lovers, it's like knowing all the answers. Oh, you're sorry, but you never can tell. All the lovers, we were diving for 2D, different colors that we had to put to sleep. All the lovers, hope that we could break the spell. All the lovers, we went down the wishing well. All the lovers, we were diving for 2D, different colors that we had to put to sleep. All the lovers, hope that we could break the spell. All the lovers, we went down the wishing well. I got you buried deep in the back of my head, 'cause you got all the answers on the tip of my tongue. You got a whole religion in the corner of my head. If you want it better. Мы потихонечку начали, по-моему, неплохо получается, я бы даже сказал, вообще отлично, здорово, суперски, как нам нравится этот камень. На самом деле он необычный, он разный, посмотрите, да? Какой получается такой интересный, можно сказать, рисунок, да? Укладу я, как вы видите, без шва. Вот, вроде неплохо получается, хотя есть
кое-какие определенные кирпичики, соответственно, нужно будет немного подгонять. Не фабричное производство, это все вручную отливалось. Вот. Ну и, соответственно, кирпичики кое-где нужно калибровать. Вот. Ну и, соответственно, даже если вы плитку покупаете в магазине вроде первого класса, плитка все равно одинаковой не бывает. Если принудительно на заводе не шлифуют, да, не подгоняют прям четочка, да, то, соответственно, разбег есть там миллиметр в 3 миллиметра, да. Вот здесь тоже это происходит. В общем, вот так она выглядит. Еще, конечно, это только маленькое начало. Плинтус снизу не смотрите, я его пока не подгонял, просто подставил, чтобы на него плитка зашла, и все. Потому что у нас еще нужно будет, как я уже говорил, оштукатурить эту вот кусочек стены. Вот. Ну и, соответственно, потом мы подгоним наш плинтус. Вот. А пока это вот так выглядит. Не знаю, вообще классно, бомбовски. Эта плитка нам очень понравилась. Больше понравилась, если честно, чем в гостиной. Да? Вот. Ну, конечно, все еще, когда это завершится, да, добавятся наши прекрасные светильники, вот, то эта стена прям выделится здоровски. Ну и, соответственно, обои, когда у нас наклеится, ну, хотя, ну, это в гостиной наш камень, да, вот. Не, он тоже очень красивый, я ничего не говорю, да, интересный, вот. В общем, все классно. Ну, сами понимаете, что если мы одним все бы сделали, то все слилось и не совсем, наверное, как бы это смотрелось. Вот. А так у нас есть разница, вот, она чувствуется. Ну, конечно, нужно будет смотреть уже в конце, когда все будет в завершении, уже будет и потолочные плинтуса у нас. Соответственно, да, мы все сделаем, оформим. Кстати, да, замочки надо еще врезать. Вот тогда уже мы все продемонстрируем, покажем уже. Все, я погнал дальше работать. А вот в конце расскажу, с каким клеем я работаю, как клей я наношу на плитку. Ну, в принципе, сейчас в процессе видео я, наверное, вам покажу. Ну и все, там, возможно, какие-то плюсы и минусы тоже расскажу, но и о самой плитке. Так что все, мы погнали дальше работать. Оставайтесь с нами, как всегда, интересно.
Красота, красота, красотища. Так, об этом чуть позже. Хорошая, приятная новость. Позвонили, приехал мой клей. А вот нужно мне сейчас бежать, забирать его. Ну и, соответственно, будем мы приступать к нашему фасаду. Заканчиваем наш коридорчик и на улицу работать, на свежий воздух. Вот. Раз в огород зашел, там редисочку, лучок и пошел вперед подкрепиться. Витаминки получил и здорово. Так, я не знаю, у меня сегодня вообще самые шикарные положительные эмоции. Не только мне, но и Наталье безумно понравился этот кирпич, этот камень, я не знаю, как его проще назвать, как кому как лучше. А вот еще раз напоминаю, у кого я его приобретал. Вот, называется это все античное дерево. Как вы видите, здесь присутствует, по-моему, 4 вида кирпича. Фактуру дерева вместе с таким камнем, да, определенным интересным, получается раз, два, да, 4 разных, поэтому она необычная стена получилась, она не одинаковая, она не сливается, вот на нее приятно смотреть, как вы видите, да, я еще вот до отсюда дошел, но дальше пойду, как вот этот приятный свет. Кстати, мне очень понравились светильники, они не яркие, они спокойные, вот, и они прям круто, они вообще смотрятся, не знаю, четко, я не знаю, эта комната вообще... Да, мне тоже. Самая любимая получилась, честно, мы бы еще куда-нибудь этот кирпичик применили. Вот. Но опять же, еще раз я уже говорил и повторяюсь, не хочется повторяться, да, понимаю, всего должно быть в меру, да. Это не значит, что если что-то прям конкретно понравилось, нужно весь дом в это делать. Нет, все равно нужно это контролировать, разбавлять, потому что каждая зона это отдельная зона, не нужно, чтобы это все сливалось, да. Ну и, соответственно, чтобы сильно тоже не выделялось. Вот. Ну, здесь прям вообще прям супер, все классно, здорово. Укладывал я наши кирпичики на обычные, друзья. Вот смотрите сейчас, да, не берите никакие жидкие гвозди, не покупайте, не выкидывайте эти деньги на ветер. На самом деле белый клей, он тоже ну, не дешевый, хотя, если честно, на эту стену ну, идет порядка, я не знаю, клея килограммов 5, наверное. Поэтому можно взять маленький мешочек, а можно взять 25-килограммовый. Вот, но если вам еще что-то понадобится делать. Вот. Вы все видели прекрасно, стандартно, как я делал. Замешивал в обычной маленькой таре, вот, брал, еще раз говорю, тут 3 точечки небольшие, шлеп, 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 все, приклеил. Не надо больше размазывать шпателем под гребенку, что-то выводить. Этот клей вылазит, куда-то что-то течет. Все аккуратненько, посмотрите, чистая, идеально белая стена. Нету никаких потеков клея. Ничего, вы на этой стене, не знаю, там тонны чего-то вешать не будете. Кирпич, он легенький, легенький. Этих капелек клея хватит с головой, он намертво приклеится, но, соответственно, перед этим я вам всем рекомендую эту сторону всю прогрунтовать, ту сторону, где у нас будет наноситься клей. Советую настоятельно. Ну и, соответственно, если есть вариант, сразу плиточки эти покрасить. Вот представьте сейчас, если бы они не были покрашены, нужно все застилать, полы, не полы, вот эти потеки, они в любом случае были бы, вот наплывы, потому что, сами понимаете, да, а вот, посмотрите, все классно. Поначалу первые ряды я выровнял под лазерный уровень, пришлось плиточки подточить. Ну и также говорю, как плитка нестандартная, она имеет отклонение порядка, к примеру, 1-2 мм, бывает такое, случается, уже же говорил, повторюсь, да, вот. Поэтому каждый ряд подгонять это очень сложно, ну не сложно, я так бы сказал, потому что приятная работа, вот долго время, очень много времени забирает, поэтому я что решил, рядов 5-6 вожу. Потом уровень ставлю, начинаю прям в ноль все вводить. И буквально где-то чуток нужно будет на наждачке бумаги подточить. Все, ряд у нас ровно выбит. Для чего это нужно? Потому что здесь-то понятно. Если бы это отдельно была бы стена, да, это отдельно, я бы вообще, возможно, бы, да, ну, сильно бы не парился. Но потому что у нас ряды поднимутся, а здесь у нас пойдет общий ряд. Хотя плитка идет без шва, но все-таки, если будет какое-то большое отклонение, это будет сильно заметно. Вот. Без шва нам намного лучше нравится, намного, не знаю, восприятие совсем другое. То же самое, что и в кухне-гостиной мы положили гипсовый кирпич, да, вообще здорово. У нас было просто со швом в Сочи, кто не видел, видео оставим, там был шов небольшой. Там неплохо было. Ну смотрите, там есть такая думка, идейка, да, вы многие подкидываете ее, ребят, ну это все попозже, если честно. Вот.
плане подсветки, да, мы туда устанавливали светодиодную подсветку. Это, конечно, смотрелось тоже прикольно, интересно. По-моему, уже показывали, да? Но если фотку найду, может, где-нибудь сюда кину, посмотрите, как это выглядит. Вживую, к сожалению, ну, видео я имею в виду, уже не осталось. Что меня очень порадовало, я это не рассчитывал, но у меня практически вообще нету отхода. Вообще нету, да? У меня что получается? Я подрезаю здесь обрезок, от него кусочек у меня сразу автоматически уходит вот сюда. И у меня пошел подрезок сюда, подрезок сюда. У меня нету вообще отходов, я очень этому тоже рад. Вот. Так получилось, ну классно, здорово. Вообще я, честно. И я уже говорил, это самый любимый материал, которым мне нравится работать. Это вообще, да, и когда. Хотя, если честно, поначалу, когда я начал ложить этот кирпичик, то я не совсем понял, мне казалось, что он вообще сюда не подходит, что-то не то. Вот, но когда я уже положил там рядов 5, то я уже понял, что начало получаться вообще прям красота, красотищая, бомбическая, улетная, классная, здоровская. Это вообще самая крутая стенка, что я видел. Я буду ее хвалить, говорить, потому что она мне безумно нравится. Я вам даже так скажу, она мне круче нравится, чем наш керамогранит в ванной и вообще прочее. Вообще просто, ну, не знаю. Я очень рада, что мы сделали все-таки темные полы. Было бы не очень, если бы, знаешь, и полы были светлые, и вот это светлое, да? Да, круто то, что у нас здесь плитка под дерево. Это будет всегда в моде, всегда. Это дерево, оно всегда в моде. Я же говорю, сколько зрителей путали, говорит, Федя, ты зачем ламинат кладешь на клей? Это что такое? Вот, и наши знакомые бывали, приходили к нам и говорили, вау, это дерево, типа, да, там это ламинат. Нет, это плитка, да ладно, да. Раз, кстати, эта плитка, она, я же говорю, не скользкая, приятно за ней вот ухаживать, у Натальи спросите, очень удобно. Вот, и мы хотим сделать порожек. Вход у нас второй, вот, запасной, да, там я тоже хочу этой плиткой все сделать, и тогда вообще будет прям пушка. Там еще вот поставим потом цветы в горшочках, кашпо, да, вот так представляете, это все вот тут и дерево, это будет круто, классно, вообще здорово, вообще супер, мне все нравится, знаешь, мне кажется, вот сюда еще будем какую-нибудь картину. Эту зону, друзья, мы не знаем, как оформить, пока что сделать. Возможно, какой-то будет здесь еще один пуфик, вот, и будет зеркальце. Почему нет? Возможно, не знаю. Вот мадам у нас будет жить. Вышла, посмотрелась, да и мы сами там раз. Чтобы в гардеробную не идти, раз. Не знаю, что будет, но место, видите, есть. Коридор у нас широкий у нас коридор. Мне очень нравится, что он широкий. Что двери свободно открываются, свободно, они не приоткрытые, да, и вот не мешает, свободно открыли, как вы видите, я могу открыть, и наш светильник, он вообще не мешает, Смотрите, как я взял до миллиметра рассчитал. Красавчик. Вот, запросто открыли. Насчет светильников, я не помню, видео говорил, нет, но если говорил, еще раз повторюсь, заказывали мы их на AliExpress, заказывали очень давно, ну как очень давно, уже год, наверное, прошел. Мы еще когда планировали ремонт, уже Наталья постепенно готовилась к этому, как раз вот и в спальне мы тогда заказали вот эти подвесные светильники, крутые, классные, тоже советую, всем понравились. Вот, и заказала вот эти. Вот так? Вот, это же в таком вот цвета латунь. Кому наше зеркало. Интересно, ссылочку оставим. Друзья, по цене мы не знаем, сколько сейчас стоит, но вроде доллар начал сейчас падать. И очень стремительно, на самом деле. А так все хорошо, все прекрасно. Я не знаю, пишите сами свои комментарии, что вы думаете, что хотите. Вот. Как бы вы оформили, да? Даже если, я вам так скажу, даже если все 100% написали, что это фубяка, это вообще не подходит, я бы сказал, все равно это вообще просто классно, я кайфую, вот реально, я кайфую от этого, просто стою, я вот хочу ее трогать, не знаю, это классная стена, классная, крутая стена, я не знаю, я так никогда еще ничего не хвалил, понимаете, но я обожаю эту стену, она получилась просто шикарная, шедевральная, я не знаю, как по-другому ее назвать, вот. Еще завершенный вариант будет, еще, конечно же, будет обойки наши. Кстати, вот те обои прям вообще супер сюда. Вот те, то, что мы уже говорили в коридоре. И все, мы доделаем обрамление.
и пойдемте спокойно работать на улицу. Жду ваши комментарии, пожалуйста, комментируйте, говорите, можете хейтить, честно, вообще, у меня сегодня одни такие эмоции прут. Сегодня мне по барабану, вот моя дочка любит смотреть мультфильм, там есть музыка какая-то. И заяц идет с барабаном. Па-барабан. А лиса его там постоянно преследует, и ничего не получается у лисы как-то какой-то пакость. Потому что ему вообще по барабану. Он на своей волне идет. Вот мы тоже на своей волне идем. И я вам всем советую, рекомендую. Идите на своей волне, идите к своей цели. Да, достигайте вашу цель. Вот как бы тяжело и трудно не было. Но я говорю, когда вы чего-то добьетесь, пускай даже маленького, да, эмоции, результат вообще вас не заставит долго ждать, вы будете этому очень довольны, вы будете радоваться этому, потому что на самом деле это вообще классно, супер здорово, когда есть цель, ты ее поставил, ты ее добился, и она тебя вот радует вот такой прекрасности. Чуть меня вообще сегодня прибило от этой сне. Ну и, конечно, мои дорогие, хочу вас еще раз, попросить, чтобы вы нас поддержали, наши дорогие. Кто, конечно же, еще не подписался, пожалуйста, подписывайтесь на нас, включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные ролики, потому что дальше у нас еще будет интереснее. Ремонт у нас не заканчивается, ремонт, как вы сами знаете, возможно закончить, его можно только приостановить, да. Вот, но приостанавливать мы ничего не будем, у нас только вперед, потому что с вами, с вашей поддержкой мы, конечно же, справимся. Вот, поэтому прошу вас поддержать наши площадки, это Яндекс.Дзен, обязательно Яндекс.Дзен, вот, ребята, перейдите, подпишитесь, вот, кому не лень, можете там ролики смотреть, там, кстати, намного, говорят, даже лучше качество и звук, я не знаю, вот, для кого как. Сейчас Дзен начал потихоньку развиваться, вот, тоже площадочка потихонечку начала нам помогать, но благодаря, конечно же, вам, наши дорогие. Не забываем, конечно, друзья, про Телеграм, ну и ваш второй любимый канал, это Домик у озера, ссылочку на него тоже оставим, там тоже всегда интересно, один раз зашли и все, просто вот туда, и пропали, вас просто не оттащить, понимаете, там, пока вы все не пересмотрите. Все, мои хорошие, я побежал, напоследок вам еще раз хочу пожелать всего самого хорошего, конечно же, вам крепкого здоровья, мои дорогие, вот, счастья вам, любви, пусть в вашем доме все будет, как всегда, хорошо, царит радость, мир, добро и уют. Ну все, мы надолго, как всегда, не прощаемся, скоро мы с вами обязательно увидимся, всем счастливо, всем пока, берегите себя. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. Guess I'll be dancing on my own tonight. The words I spoke, I've been saying